Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Сегодня я хочу рассказать, как связать вот такой интересный узор. Он одинаковый с двух сторон. Отлично подойдет для создания шоперов, авосик, подушек и любых других изделий. Вяжется он очень просто, получается плотным, но при этом достаточно гибким. Вязать я его буду из полиэфирного шнура 3 мм крючком номер 4. Думаю, что данный узор подойдет для вязания из любого другого материала. Ну что, желаю всем красивых петелек, давайте приступать. Итак, начинаем мы с вами вязание с набора цепочки из воздушных петель. Делается она очень просто. Мы, получается, берем наш кончик, делаем вот такую петельку. Кончик получается сверху, а нижняя это наша рабочая нить. Итак, берем крючок и крючком ныряем снизу, как бы из-под петельки. Перехватываемся для удобства и начинаем набирать цепочку. Итак, набрасываем ниточку на крючок и протаскиваем через петельку на крючке. Всего для этого узора необходимо набрать число петель кратное 3. Итак, я, получается, набрала одну, далее вторую, третью. И таким образом я наберу всего 15 таких воздушных петель. Делаю накид и протаскиваю через петлю. Накид и протаскиваю через петлю. Итак, я набрала цепочку, и теперь начинаем с вами вязание во вторую петлю от крючка. Ныряем туда за дужку косички, вытягиваем и провязываем обычный столбик. Далее пропускаем с вами одну петельку и продолжаем вязание в другую петлю, которая через одну. Ныряем также за дужку, вытягиваем и провязываем столбик. Теперь делаем с вами 2 воздушные петельки и делаем далее столбик, ныряя сюда же, где у нас уже есть один столбик. Ныряем, захватываем ниточку, заново рабочей нитью провязываем столбик. Далее пропускаем 2 петельки и в третью провязываем столбик. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. Далее делаем 2 петельки воздушные. Далее провязываем столбик в то же место, куда мы уже столбик провязывали. Ныряем, вытягиваем ниточку, захватываем новую и провязываем столбик. Далее опять пропускаем 2 петельки и в третью ныряем, провязываем столбик. Провязали, делаем 2 воздушные петельки и провязываем еще один столбик, также ныряя в то же самое место. Далее пропускаем опять 2 петельки и в третью провязываем столбик, делаем 2 воздушные петли и провязываем в это же место еще один столбик. Провязали. Теперь у нас 2 петельки осталось. Мы одну пропускаем, а в последнюю провязываем обычный столбик. Также ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. Итак, наш первый ряд готов. Теперь мы делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. Далее мы начинаем вязать второй ряд. И так мы будем провязывать все последующие ряды. Итак, получается, здесь мы сразу ныряем вот это отверстие между столбиками с аркой и последним столбиком. Туда ныряем, провязываем обычный столбик. И далее начинаем вязать с вами также обычные столбики. То есть мы повторяем наш узор столбик, 2 воздушные петельки, столбик. Только провязывать мы будем с вами, ныряя вот в эти арки. То есть под наши воздушные петельки, которые были в предыдущем ряду. Итак, получается, ныряем прям под воздушные петельки в арку, провязываем, получается, столбик, далее делаем 2 воздушные петельки и провязываем в это же место еще один столбик. Старайтесь ножки у столбиков вытягивать равномерно, так как именно они создают наш узор. Далее после этого столбика сразу ныряем в следующую арку, провязываем также столбик, делаем 2 воздушные петельки и туда же провязываем столбик. И так далее идем. Опять получается провязываем в арку столбик,
2 воздушные петельки и далее опять столбик. Далее опять следующая арка, столбик, 2 воздушные петельки и снова столбик. Теперь мы подошли к краю нашего полотна, и здесь мы будем провязывать обычный столбик, ныряя за вот эти 2 дужки, косички, которые у нас была петелька подъема. Ныряем, вытягиваем и провязываем столбик. Так мы, получается, связали с вами второй ряд, и таким способом делаем петельку подъема, разворачиваем полотно между аркой и столбиком, туда ныряем, провязываем обычный столбик, и далее у нас продолжается вязание в арку. Мы также ныряем и все повторяем: столбик, 2 воздушные петельки и туда же ныряем столбиком, и сразу к следующей арке. Получается, провязываем столбик, 2 воздушные петельки и снова столбик. Далее следующая арка, также все повторяем: столбик, 2 воздушные петельки, ныряем, столбик провязываем и сразу переходим к следующей. Провязываем столбик, 2 воздушные петельки и провязываем еще 1 столбик. Так мы подошли с вами к концу, и здесь мы также провязываем за обе дужки косички нашей петельки подъема. Провязываем столбик. И так у нас повторяется за рядом ряд. Мы провязываем все идентично. Как только вы свяжете нужное вам количество рядов, я вам покажу, как мы будем заканчивать наше полотно, чтобы оно было ровным, а не с такими ребрышками. Итак, как только вы связали нужное вам количество рядов, предлагаю вместе завершить вязание. Итак, получается, мы здесь с вами провязали последний столбик, и теперь делаем 2 петельки подъема, одну и вторую, и разворачиваем наше вязание. И сейчас в это место, где мы с вами провязывали 1 столбик, в начале каждого ряда будем провязывать сейчас сюда полустолбик с накидом. Итак, делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку, у нас 3 петельки на крючке, берем новую нить и сразу все 3 петельки провязываем. Далее перед нами получается арка, мы в нее провязываем 1 столбик, далее провязываем сразу второй столбик. Вот что получилось. Теперь делаем 1 воздушную петельку, далее переходим к следующей арке, ныряем, провязываем 1 столбик, ныряем туда же под арку, провязываем второй столбик, и теперь делаем воздушную петельку. И так далее мы идем с вами до конца ряда, провязываем 2 столбика под арку, делаем воздушную петельку, и только в самой последней арке мы провязываем, получается, с вами 2 столбика сразу и переходим к провязыванию полустолбика с 1 накидом. Делаем накид, ныряем также под обе дужки косички, у нас 3 петельки, хватаем рабочую нить и провязываем все 3 петельки. Вот таким образом у нас с вами уравнялся край на полотне. Вот такой узор мы сегодня с вами связали. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Всем все подскажу. Если видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайки. Мне будет очень приятно. А также делитесь своими результатами. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все и пока-пока.